Категорически приветствую. Настала весна. Я отправился в лес густой гулять. И надо развести костер. И сегодня хочу показать, как развести костер в таких пасмурных условиях. Сами видите, вокруг сыро, дождливо, а костер разводить надо. Рецепт этого костра я нашел здесь же на ютубе. И сегодня я впервые попытаюсь на практике его воплотить. Итак, друзья, в чем идея данного костра? Берутся 4 серьезных таких кола, вбиваются вертикально в землю, между ними вставляется растопка и получается тяга. За счет этого он и разгорается. Посмотрим, как оно на практике. Теперь сюда кладем растопку. Итак, он разгорается. Теперь пламя будет подниматься вверх, все выше и выше, внутри этого колодца. А сюда можно уже засовывать дрова посерьезнее. А ветер, вот обратите внимание на ветер.
ветер его раздувает снизу. Итак, я накидал в костер уже бревен побольше. Он снизу все время поддувается. Заметьте, горит он снизу. То, что здесь лежат сверху толстые бревна, так они как раз согреваются. Они пока еще сырые, но они разгорятся. А вот эти вот 4 колышка держат весь каркас. Поэтому пока мои первые впечатления от этого костра на практике, он работает. А если бы я еще все колышки сделал одинаковой длины, то сверху на них можно было бы ставить котелок. В следующий раз я обязательно этот опыт учту. А пока просто радуемся тому, что у нас есть костер. Итак, вот наш костер крупным планом. Он уже погорел хорошо. Вот мы видим основополагающие колья. Вот их 4. Сейчас я их даже покажу сверху. Внутри них разгорелось настоящее, почти настоящее адское пламя. Вокруг я положил бревен для 2 задач. Во-первых, чтобы они прогревались и потом разгорелись, чтобы дать нам хороший ночной свет. Во-вторых, чтобы на них положить шампуры. Вот огонь. Он горит. 4 столба, как мы видим, еще не сгорели. Хотя уже несколько этому подвержены. Так что, если эти столбы делать одинаковой высоты, то на них вполне себе можно ставить котелок и в нем варить чай или супчик. Так что данную конструкцию костра я считаю успешной.